сегодня проверить движки, проверить интерцепторы, проверить, как это все, ну, то есть морские испытания, проверить, как это все работает, посмотреть на движки, на утечки, на все дела, короче. Погнали. Работают неплохо, ровненько. Обязательно перед выходом проверяем иллюминаторы, чтобы были закрыты. Я попросил это сделать владельца, но я проверю сам. Наверняка где-то забыл. А я вам о чем говорю? Капитанская чуйка дорогого стоит. Река Фьюмичино. Тут надо минут 40 только добираться до моря. 35 узлов. 3600 оборотов. Интерсектор, надо попробовать интерсектор. Это следующее. «36 узлов». Хорошо идет. Радар работает, уже радует. Двигателя работают. Вот так себя чувствуешь в мыльнице моторной. Такое ощущение, что в стиральную доску машинку тебя посадили и полощут периодически. Двигатели порадовали. Все остальное, оборудование, интерцепторы не смогли проверить. Никто их не настраивал, не калибровал. Вообще они не знают, как их включать. То есть смотрят, как бараны на это. Надо звонить куда-то, говорят. Это я уже приехал проверять. И вот, собственно говоря, владелец опять потратил денег на мой приезд. И ну, вот такое отношение некрасивое. Абсолютно. Автопилот тоже не работает. Радар, слава богу, работает. Установили новый картплоттер, радар, все дела. Вот. Но автопилот надо проверить и интерцепторы надо проверить. Сейчас будем разбираться. Что завтра я уже улетаю. Вот. На один день приехал. Думал, люди готовы. Говорили, писали, предупреждали. Ну, вот такое вот отношение, когда начинаются разборки, когда дело подходит уже к завершению. Вот. Начинается вот такое скотское отношение. Особенно если деньги уплачены. Никогда не платите наперед. И внимательно читайте контракты, которые заключаете. Ну что, взяли тайм-аут, провели тестирование движков. Движками, в принципе, довольны, можно сказать, там, за исключением неустановленных функций, которые вроде как должны были работать. Это idle speed, это самая минимальная скорость на швартовке, там такое. Ну, это дополнительные функции, также single throttle control, это когда одной ручкой ты контролируешь синхронизацию двух движков. Такие вопросы, как бы, ну, тоже механик. Когда я его спрашивал, как это работает, как бы он, ну, затруднялся рассказать. Потом выяснилось, что это не подключено. Ну да ладно, сказал, устранит. Больше вопрос по интерцепторам, потому как они вообще, то есть они просто установлены, а там надо активация и все такое. Сейчас этот вопрос решаем. Ну, блин, вообще печально. Автопилот то же самое. Ну да ладно, сейчас остановились покушать. И вот такая лодочка тут прикольная стоит. Нос у него как корма выглядит. Плоскодонный, глиссирующий. Такой глиссирующий гончак. Он плоский, низкобортный. Обалдеть. Длиннокилевой. С бульбом таким вот прикольным. Два пера руля, притом подъемные.
Да. Ага, это выбивается заглушкой, руль поднимается. Ну да, классно. В случае, если налетает лодка на какое-то препятствие, или когда к осадке подходят, ты так раз быстро перья поднял. Ха-ха, шикарная штука. Что, вышли повторно, искупались. Волна уже поднялась, такая балла 3. Вот, не удалось протестировать. Ну, сделали якобы автопилот, хотя вижу, что не очень это и сделали. Переподключали что-то там, но... Вот, поэтому искупались, искупали матрасы и идем довольные домой разговаривать по работам. Обалдеть. Какие-то призраки прямо. Уже пошел 7-й час, точнее заканчивается. Тестируем, все тестируем, оборудование. Выключаем зажигание движков. Сейчас проверяем дизель-генератор и всякую мелочевку. Выяснили вот, что не работает. Не работает, ух ты. Красиво пошел. Низко к дождю. Выяснили, что не работает бойлер. Притом его не подключили к движкам, ну то ладно. Как бы такое, полбеды, но он не работает именно от электричества, от дизель-генератора. Поставили новые газовые упоры, точнее электрические упоры. И вот тут можно видеть, как рукожопа сделали. Притом место здесь было, сместите вы на эти несколько сантиметров, и тогда шток бы встал ровно, а так ему хана придет очень быстро, он на излом стоит. Также с той стороны. Почему? Большой вопрос. Сделали вид, что что-то замазали. Вот здесь даже пленку. Это я замечание делал по этой. Тут должен использоваться полиуретан, но не силикон. В данном случае. Вот, силикон не будет работать. И в таком виде это не работает, а размазывая. Поставили Starlink антенну. Ну, как по мне, совсем неудачное место, потому как легко его сломить. Там кто-то раз наступит, и ему конец, этому Старлинку придет. Ну, да ладно. Я бы его разместил или на арке, или на крыше здесь. Было бы идеально. Ну что ж, ситуация такая себе. Как всегда, включили шантаж. Пока не заплатите, мы вам типа лодку не отдадим и все такое. Ну, как бы да, так происходит, ребятки. Так происходит, к сожалению, если вовремя не проконтролировать, вовремя не вести учет материалов, расходов и все это постоянно. Если они будут видеть, что это контролируется, процессы все, то тогда, конечно, ну, к минимуму сведутся. Я не говорю, что исключатся такие моменты, но сведутся к минимуму. А на сегодня мы имеем, ну, как бы, да, много сделано, но в то же время много не сделано, за что заплачено. И вот там остается какой-то небольшой такой рычаг в виде недоплаты. Ну, как бы, надежда угасает. Вот, что это все доделается. Потому что уже на какие-то мелочи просто закрываются глаза, что, блин, ну, хоть бы сделали основные моменты, вот, а мелочевку уже, ладно, хрен с ним, как бы, можно потом самим и доделать, вот. Такая ситуация неприятная. Не пускайте на самотек такие вещи. Не пускайте на самотек, потому как в конце начинаются эти разборки неприятные. Вот так вот. Начальство будет ездить на такой машине. Вот это у нас Cantieri Naval Tevere. Это верфь. Вот. Которая, кстати, строит свои яхты Домина. В небольших размерах. Я покажу тоже. Вот. Не рекомендую. Если они также строят яхты, как они ремонтируют, то не дай бог на них выходить в море.
Вот, к сожалению. Очередная верфь, очередные люди, с которыми работать нежелательно. Фьюмичино, Италия.